Good fences make good neighbors. Чем выше забор, тем лучше сосед, говорят американцы. В этом плане Грузии крупно повезло. Лучшего забора придумать и нельзя. Главный Кавказский хребет – непрерывная огромная стена, делящая Кавказ на две части – северный и южный. Там у нас находится Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Дагестан, там Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесская республика, в общем, Россия. По эту сторону у нас Грузия, Азербайджан и Армения. Если мы посмотрим на Сакартвело свысока, то поймем, что она всегда находилась на пересечении важнейших торговых путей, соединяющих Европу и Азию. Поэтому хороший забор требовал хорошей калитки и протоптанной тропинки. По словам Страбона, протаптывать путь через Дарьял люди начали давно, и спустя много столетий, приняв окончательную форму, появилась она – военно-грузинская дорога. Отправляясь в путешествие из Тбилиси в сторону Владикавказа, хочется сказать, что это мое третье путешествие по военно-грузинской дороге, но неизменным остается желание увидеть вершину Казбека. Это вторая по высоте гора в Грузии, потому что в предыдущие два раза вершина Казбека была скрыта от меня пеленой облаков. Вот интересно, повезет ли в этот раз. По военно-грузинской дороге в классическом понимании и по историческим рассказам следует двигаться с севера на юг. Но так как я девушка опасная, будем с вами двигаться с юга на север. Следуя маршруту проспект Руставели, улица Костова, площадь Героев через Сабуртало, мы выезжаем из Тбилиси. Военно-грузинская дорога является единственной связующей наземной артерией между Грузией и Россией. Начало политических отношений между двумя государствами начинается в конце 15 века, когда кахетинский царь Александр обратился за помощью против турок к Ивану III. Ранее мною подчеркивалось, что между двумя золами – мусульманским Востоком и православной Россией – Грузия отдавала предпочтение единоверному государству. Иван Грозный, предприняв попытку к установлению русской власти на Северном Кавказе, передал эстафету Петру Великому, которому удалось присоединить западный берег Каспия к России. Екатерина II же, присоединив Крым к Российской империи и основав Кавказскую линию для военных целей, все ближе и ближе продвигалась к цели. Переломным моментом в истории Грузии стоит считать конец XVIII века, когда Картль, кахетинский царь Ираклий II, не будучи в силах бороться с окружавшими его врагами, отдается под покровительство Екатерины, и в 1801 году Грузия является частью Российской империи. Немного лет тому назад, там, где сливаясь все шумят, обнявшись будто две сестры, струи Арагвы и Куры, был монастырь. Скорее всего, монастырь Джвари. Именно здесь, по преданию, святая Нину установила крест, а позже на этом месте был воздвигнут и сам монастырь. Что это за город виднеется на противоположном берегу рек? Это погасшая звезда Грузии, бывшая столица Иверии Мцхета. Как писал Андреев в конце XIX века, не такая Мцхета была до VI века. Тогда это был широко раскинувшийся по соседним горам богатый славный город. С тех пор, как столица царства была перенесена в Тбилиси, стала меркнуть звезда Мцхета, и немного веков назад она почти совсем погасла. А вон и десница великого мастера Святицхавели. Предание повествует о жителе Мцхеты Элиозе, который, будучи в Иерусалиме, добыл хитон Иисуса Христа. Сестра Элиозы, Сидония, умерла сразу же, прикоснувшись к хитону.
ее и похоронили завернутой в него. Вскоре на могиле Сидонии выросло большое дерево, ливанский кедр, а когда царь Мириан решил соорудить храм на том месте, где захоронен Хитон Господень, кедр срубили. Из дерева вырезали 7 колонн и стали устанавливать их в церкви. 6 колонн было установлено, но 7-я не поддавалась, повиснув в воздухе. Крестительница Грузии святая Нинон молилась всю ночь, и тогда этот столб без прикосновения руки людской встал на свое место и замироточил. Чудесное Неро излечивало больных от тяжких недугов. Отсюда и пошло наименование храма – Светицхавели, что в переводе с грузинского означает «животворящий столб». Этому животворящему столпу и Хитону Господню посвящен один из самых больших религиозных праздников Грузии – Цхетоба Светицхавлоба. В XI веке католикос Грузии Мелхиседек начал строительство нового патриаршего храма на месте старой церкви. С этим строительством тоже связано одно предание. Именно здесь, говорят, Георгий I приказал отрубить правую руку мастеру зодчего Арсакидзе, не только из-за мести, но и чтобы тот не смог построить ничего столь же прекрасного, как Светицхавели. Привет! Убери флаг. Я тебе скину видео. Очень неразмерно. Интересных фактов о Шинкане. Хорошо, русско-грузинские отношения были налажены, а вот что касаемо транспортного сообщения, то тут появилась надобность в создании полноценной дороги. И эту миссию на себя взяло военное ведомство Российской империи. Отсюда и название – военно-грузинская дорога. Перемена дороги для правительства стоила громадных денег и усилий. Так, для справки, в 1837 году император Николай I, встречая новые мосты, выразил удивление, что они построены из дерева, а не из золота. Раньше дорога шла через Душетские горы, но потом этот участок дороги упразднили, ведь зачем подниматься в гору из горы, когда можно двигаться вдоль реки. Около 1931 года дорогу переместили к Арагве. Говорят, есть люлька золотая в Базалетском озере на дне. Говорят, цветет не цветая под водой, волшебный сад на ней. Это Илья Чевчевадзе. Кто читал Великого Мурави, должны помнить Базалетскую битву, которая происходила рядом с этим озером между Саакадзе и Теймуразом I. Рассвет, подобный сумеркам. Саакадзе всю ночь не слезал с коня. Он не раз устремлял пронзающий пространство взгляд к Душети и вновь оборачивался в сторону Базалетского озера. Там, в хаосе причудливых туманов, принимающих очертания то леопардов, то львов, то беркутов, раскинулось Базалетское озеро, таящее в себе многовековую тайну. Может, правда, на каменистом дне, где рыба не живет, покоится золотая колыбель, в которой сердце Грузии. Во все века сюда стекались искатели счастья, одни сжимая в руке отточенное перо, другие — отточенный клинок, в надежде овладеть тайной холодных глубин. Передвижение по военно-грузинской дороге безопасно. Дорога асфальтированная, хорошая. Обычно, когда приезжают люди в Грузию и спрашивают меня, куда поехать, вот, например, если там только 2 дня, то, конечно же, в первую очередь я рекомендую Тбилиси. Но после Тбилиси, вот чтобы был такой микс, и горы, и еда,
и вот какие-то приключения. И чтобы это все было за короткий промежуток времени, я рекомендую проехаться по военно-грузинской дороге. Это можно сделать за один день. В общем, военно-грузинская дорога — это тот вариант для тех, кто приехал на короткий побыт в Грузию. Это отличный вариант, чтобы вот увидеть, какая она, это вот Грузия. Въезжая в Араковское ущелье, нас встречает бетонный памятник 300 арагвинцам. И двигаясь по военно-грузинской дороге, вам не удастся не увидеть изумрудные воды Женвальского водохранилища с замком Ананури. В долине, где собирались строить гидроузел, было расположено несколько объектов культурного наследия – базилики, замки, башни, арочные мосты, но тогдашнее правительство посчитало, что экономические выгоды выше, чем культурное наследие страны, поэтому вся эта территория была затоплена. Подъезжая к Ананури, слева выходит та самая дорога 18 века, идущая через Душети. А мы с вами проехали по современной дороге. Замок Ананури построен аракскими эриставами 17-18 века. Можно долго рассказывать про эриставов этого замка, но мне кажется, самым известным был Зураб, враг Георгия Саакадзе. А ты, брат Зураб, почему не пьешь за здоровье моего Георгия? Я очень люблю Георгия, сестра моя. С ним я готов горы сдвинуть. Я понимаю, чего он хочет. Разве можно изменить вековые обычаи? Параллельно нас идет регион Самачабла, или, как он называется, Южная Осетия по-другому. Там тоже идет параллельно трасса, которая называется Транскам. Ее открыли в 1984 году. И когда ее открыли, она взяла в основном весь поток транспорта на себя. Из-за этого военно-грузинская дорога пришла в упадок. Потом развал Советского Союза, дорога то открывалась, то закрывалась. Но в 2008 году, после войны, когда Транскам закрыли, военно-грузинская дорога опять начала оживать. Тут начали открываться рестораны, заправки, гостиницы, начали ремонтировать полотно. И это вот сулило военно-грузинской дороге такой вот экономический подъем. Военно-грузинская дорога проходит по региону Мцхетам-Тианети. В данный момент мы проезжаем по исторической области Мтиулети, буквально означающей «горная страна». Вот немного ознакомившись с грузинской литературой, хочу сказать, что Мтиулы, как один из горских народов, мне особо часто не попадался. Первоначально Мтиулети назывался Цхавати. Центром Мтиулети считалось село Пасанаури. Именно в Пасанаури сливаются воедино белая и черная арагви. Белая арагви размывает белые известняки, поэтому она светлая, а черная арагви размывает черные сланцы, поэтому она темная. И именно Пасанаури во многих источниках указана родиной Хинкали. 5 интересных фактов о хинкали. Идеальный хинкали лепится вручную и имеет 28 складочек. Хинкали не едят соусами, так как внутри уже находится бульон. Просто посыпьте хинкали молотым черным перцем. Хинкали едят руками. Хвостик не принято съедать.
Родиной Хинкали принято считать селение Пасанаури, что стоит на военно-грузинской дороге. Хинкали появились в Грузии в 18 веке. В то время шла война с персами, и много мужчин получали ранения, после которых не могли есть твердую пищу. Тогда и жены, и сестры придумали новое блюдо. Они нарубили мясо, завернули его в мучную лепешку и отварили в бульоне. Раненым воинам достаточно было слегка надкусить мясные мешочки, чтобы выпить ароматный отвар с маленькими кусочками нежной пряной баранины. На момент зарождения полноценной дороги начальным пунктом трассы считалась Екатериноградская станица через Моздок, Владикавказ и Тифлис. Современное название в наши дни закрепилось за участком трассы Владикавказ-Тбилиси. Постоянное сообщение по дороге было открыто в 1799 году. В 1811 году дорога перешла под надзор Управления путей сообщения России. Был проведен колоссальный объем работ. Снимались откосы, создавались карнизы, делались выемки, мосты, проводилась отсыпка, возводились плотины и дамбы. Для предотвращения обвалов создавались подпорные стены и крытые траншеи. В 1837 году была предпринята попытка обойти Крестовый перевал. Однако после проведенных изысканий было решено вернуться на первоначальный маршрут. В середине 19 века в Тифлис приезжает молодой польский инженер Болеслав Статковский, которому поручают создать проект по усовершенствованию дороги. Руководит строительством Григол Арбеляни. Дорога получила название военно-грузинской вместо старой – Дарьяльской. Начальным пунктом считался Моздок, а конечным – Тифлис. Пейзажи сменяются, и быстро переходим от мирной, благоуханной Грузии к суровому и холодному Кавказу. Другой климат, другая Грузия. Дорога от Млеты до Гудаури является примером удивительного инженерного искусства. Строился этот участок 5 лет, и стоило это громадных трудов и денег. Порох, лом и кирка – все здесь имело обширное применение. 5 зигзазов, и тут мы прощаемся с рекой Арагви. Целые миллионы кубических сажней отрывались от скалы, чтобы дать место узенькой полоске дороги, а кое-где отрывать было нечего, скала вертикально спускалась вниз. Тогда параллельно естественной стеной складывалась другая, искусственная, и между ними набивалась земля и камень. Уже ранее упомянутому работа принадлежала военному инженеру Болеславу Статковскому. Транзиту Грузия подходит со всей серьезностью, ведь доля этой отрасли в общем объеме ВВП составляет больше 6%. Так как военно-грузинская дорога является единственным сухопутным транспортным путем, соединяющим Россию и Грузию, в данный момент ведется строительство 9-километрового тоннеля между Квешетой и Коби. Конечно, не уступающим сложностью строительства во времена Статковского. Современный тоннель обеспечит безопасность для движения не только большегрузов, но и легковых машин, так как на этом участке дороги существует проблема со сходами лавин. Проект не заканчивается только лишь на постройке тоннеля, но также предусматривает строительство новой дороги протяженностью около 23 километров, 6 мостов и 5 туннелей. ჩვენი შეხება ისტორიას დარჩება ჩვენი ხმა ისტორიას დარჩება ის რაც ვიპოვეთ ჩვენ მე და შენ მე და შენ.
Памятник архитектуры 20 века «Арка дружбы» с большой мозаичной фреской, которая изображает сцены из русской и грузинской истории, является смотровой площадкой для туристов. На грузинском языке и в русском переводе на арке приведены слова Руставели. «Другу верный друг поможет, не страшит его беда, сердце он отдаст за сердце, а любовь в пути звезда». Благодаря обилию солнца на склонах гор и редким угрозам схода лавин, Гудаури был признан одним из лучших горнолыжных курортов в Грузии. Первые его горнолыжные трассы начали строиться еще в конце 70-х годов, но главное масштабное строительство было развернуто в 1982 году, когда были построены современные трассы и возведены новые гостиницы. Гудаури считается одним из самых лучших и престижных курортов Грузии. Если вы решили покататься на горнолыжном курорте в Гудаури, рекомендую снять жилье в Новом Гудаури, так как вход на подъемники, прокат инвентаря, рестораны располагаются в этом комплексе. Я первый раз каталась на лыжах с горы, и в двух словах, зимние виды спорта это не мое. Во-первых, меня чуть не убил бэби-лифт, да-да, вот этот безобидный канат для детей. Одна моя нога застряла с этим пластмассовым держателем, а вторая в сугробе возле знака «Стоп». Меня в прямом смысле слова чуть не разорвало на две части. К счастью, я отделалась двумя огромными синяками на ноге. Во-вторых, я падала, съезжая с горы миллион раз. И вот как я осталась цела, я не знаю. Из совета: не паркуйте машины на улице, потому что в одно прекрасное утро вы ее найдете под 2-метровым слоем снега. Актуальные цены на прокат инвентаря, скипасы, подземный паркинг вы найдете в описании под видео. Ну, а неплохое место, чтобы вкусно и недорого, как для Гудаури, поесть, а также выпить глинтвейн — ресторан Барцла. Что, можно идти домой туда? Убивают именно жителя, да? Я думал, игрока и туда все. Дракон убил игрока. Жителя он убивает. Тот отдается игроку. Из-за вчерашнего снегопада перевал закрыли, и, увы, в Степансминду мы не попадем. А так обидно, ведь небо было таким ясным, и я бы обязательно увидела вершину Казбека вживую. В общем, в третий раз мне опять не повезло, придется ехать в четвертый раз. Ну ничего, это мне не помешает рассказать вам об остальном отрезке дороги. Из исторической Мтиулеты мы попадаем в другую историческую область – Хэви, что значит ущелье. В средневековых грузинских источниках эта земля называлась Цанарет. Цанары контролировали Дарьяльские ворота. Через их землю проходила эта самая военно-грузинская дорога. Понятное дело, тогда она так не называлась и была не дорогой, а тропой, но все же. Место расселения цанаров – Цанарская долина, по-грузински Цанарет из Хэви. Со временем стало называться просто Хэви, а народ – махевцами. Проезжая по военно-грузинской дороге, меня не покидает мысль, что вот по этой самой дороге я бы могла проезжать не на машине, а на трамвае. Ведь в начале 20 века здесь планировали пустить трамвайную линию от Владикавказа до Тифлиса, а это, на минуточку, 202 километра. Однако проект не был осуществлен в связи с началом Первой мировой войны и последующим распадом Российской империи. Крестовый перевал. Из-за этого самого перевала меня не пустили в Степансминду.
Перевал получил название в 1824 году, когда был поставлен каменный крест для обозначения точки перевала. Этот крест видели проезжавшие здесь Пушкин, Грибоедов и Лермонтов. Погода в этих местах очень непредсказуема, а раньше путешествие по военно-грузинской дороге считалось целым опасным приключением. Тогда не было ни тоннелей, ни бункеров, служащими альтернативной дороги в случае обвалов. Приходилось рассчитывать на помощь осетин с лопатами. Кое-где видны ржавые пятна минеральных источников. Тут течет слабо минерализованная вода, которую можно пить и даже набрать в бутылку. Настоящий нарзан еще будет 2 дня сохранять свои полезные свойства. Сразу за перевалом начинается Байдарская долина, ущелье, которое ведет вниз, в долину Хэви, к Тереку. Это самый лавиноопасный участок дороги. В 19 веке именно здесь люди погибали чаще всего. В 19 и 20 веках на этих участках стали строить деревянные галереи. Каждая имела личное название по имени кого-то здесь погибшего. В советское время галереи поменяли на бетонные. Дальше идет селение Коби, знаменитое своим кобийским сыром, и именно здесь была почтовая станция, где застревали все путешественники в момент схода лавин. Летом 1928 года по военно-грузинской дороге проехали в Грузию Ильф и Петров, что отразилось в романе «12 стульев». В одноименном фильме Гайдая запечатлен фрагмент с участком военно-грузинской дороги на фоне визуального символа Хэви – Хэвским Сионе. Памятник в виде базилики X века и Сионская башня располагаются немного поотдали от дороги, но все равно требуют внимания и посещения со стороны туристов. Светит солнышко, небо голубое. Я думала, что я, мой брат Артем и его жена Катя поедем в Степансминду, заедем в Румс Хотел Казбеги, купим десерт, кофе, позавтракаем с видом на Казбек. Но, увы, перевал закрыли. Я когда-то увидела этот отель на страничке у одной грузинки, случайно, заинтересовалась им, а оказывается, что почти каждый грузин знает о Румс Казбеги, как и о Лапота Резорт Спа. Правда, второй находится в Кахетии. Может быть, когда-нибудь и там, и тут я сниму комнату, потому что это как бы считается дорого-богато. Хотя, знаете, в Румс хотя бы пускают в ресторан, потому что в Лапоту уже таких оборванцев, как я, перестали пускать. Селение Степансминда, где находится этот самый Румс Хотел Казбеги, во время русского владычества носило название Казбек от фамильного прозвища князей. И вот перед нами предстала вторая по высоте гора в Грузии Казбек или Кинварцвери. Если вы хотите погрузиться в грузинскую культуру, узнать больше о суровом нраве народов Северной Грузии, я советую в своем литературном арсенале обзавестись книгами Александра Казбеги. Читая его книги, невозможно не погрузиться в атмосферу Хэвской области. Будучи выходцем из дворянской семьи, наследовав от своего отца большое хозяйство, Александр ушел в горы пастушествовать на 7 лет. Вел жизнь полную лишений, глубоко узнавал обычаи и законы общины. И испытав на своей шкуре все тяжести этой работы, Александр оставил Грузии одни из лучших произведений XIX века – «Отцы-убийца», «Отверженная», «Хэвесбери-Гоча», «Пастырь» и другие. Именно в его рассказах я узнала, к примеру, насколько тяжела работа пастухов. Все преследуют стадо, и звери, человек, и погода – все враги скота. «Все хотят урвать от стада», — сказал он. «Вот почему пастух — несчастный человек. От любого занятия можно оторваться, а от отары ни на минуту не отойдешь. От непогоды каждый укроется, а пастух хоть умри со стадом. И ночью надо бодрствовать, одним глазом следить, как бы отара не перепугалась, зверь бы на нее не напал или вор к ней не подкрался. Пастуху нет отдыха ни днем, ни ночью». Александр Казбеги похоронен в 1893 году. Как пишет Андреев, признательные сограждане дали умереть ему в больнице, в ужасной нищете, а после смерти устроили пышные похороны с речами и над могилой его поставили памятник. У подножья Казбега стоит хорошо узнаваемая Троицкая церковь в Гергете, прямо над поселком Степансминда. Точная дата постройки храма неизвестна. Вероятно, он был построен в 30-х годах XIV века. Несколько километров осталось до русско-грузинской границы, нас ведет Терек, по левой стороне деревня Цдол,
Тут находится недалеко знаменитая скала, которая называется «Пронеси, Господи». Не смейтесь, реально так скалу зовут. «Пронеси, Господи». Данная скала образовалась в момент строительства военно-грузинской дороги. Вот мы почти подобрались к русско-грузинской границе, к тому самому высокому забору, точнее мы на нем уже стоим, который веками отделяет мусульманские народы от христианской Грузии, Европу от Азии с точки зрения тектоники. Там дальше у нас идет Степан-Цвинда, до которой мы не доехали, Верхний Ларс, Владикавказ, это последняя станция военно-грузинской дороги, в общем, Северный Кавказ, земля Аланов. Все, что тут, это Закавказье. Грузины не очень любят употреблять термин Закавказье, отдавая предпочтению Южный Кавказ, потому что все, что «за», предполагает «за Россией», то есть Забайкалье, Закарпатье, Закавказье. А если Грузия когда-то выходила замуж за Россию, то уж поверьте мне, сейчас они проходят очень болезненный развод. Ты объяснил нам, что не хочешь говорить с нами по-русски, хотя и знаешь русский язык. Да. Как я поняла, это принципиальная позиция. Почему? Да, сейчас объясню, все очень просто. Русские люди, которые сюда приезжают, не все, но многие, считают, что мы обязаны знать русский язык и говорить по-русски. Потому что в их понимании мы — это часть России, и что они тут как хозяева. И что нам надо разговаривать на русском языке. Но времена изменились, люди изменились. Мы свободны, мы сами по себе. Мы не хотим иметь ничего общего с российской политикой, но мы вынуждены общаться с россиянами, потому что из-за ситуации на Украине 500 000 русских приехали в Грузию. Когда я выхожу на улицу, единственное, что я вижу, это русские люди. Я уже не вижу столько грузин на улицах, сколько вижу русских.